Все говорят, что они не испытывают усталости, что они монстры, роботы, но это, конечно, не так. Вы наверняка уже поняли, что я говорю про учеников Этери Тутберидзе и конкретно про Сашу Трусову. В ее произвольной программе 3 четверных прыжка. Она рекордсменка мира и в следующем сезоне будет соревноваться наравне с Медведевой и Задитовой. Меня зовут Маша Командная, вы смотрите канал Командос. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Самое прикольное в наших профессиях – это то, что нас красят красиво. Да. Но меня периодически никто не красит. Вот сколько я не ходила еще пока что, везде говорят, что я так красивая. Да, это правда. Нет, это мне не нравится. В смысле? Не нравится, если меня не красят. Я привыкла видеть всех на соревнованиях. И вот такая я должна быть всегда. Я понимаю, о чем ты. А если я не накрашена, то я не люблю ни фотографироваться, ничего. Соревнования меня мама не красит ни тоналкой, ничем. Она меня красит только стрелки. Ну, дальше я сама ресницы, губы, иногда брови, все. Не, ну слушай, тоналка, мне кажется, не нужна еще. Ну, у нас девочки. Тоже, да, они как-то, они столько знают. Контуринг. А я тебя хотела, кстати, спросить, знаешь ли ты, что такое контуринг? Я так понимаю, что это эти... Ну, там они прорисовывают какие-то выпуклые... Скулы рисуют, вот. чтобы у тебя такое, знаешь, лицо было более остренькое. Ну вот, они мне вроде говорили, примерно объясняли, но я никогда не делала этого сама. И вообще, тоналки сколько у них слоев, это просто наших у девочек. Причем девочек на 2 года старше меня, на год. Саш, большое спасибо, что ты пришла сегодня к нам в студию. Я очень хочу познакомиться с твоей собакой. Познакомь, пожалуйста. Спасибо, что пригласили. Это Тина, она моя собака. Я с ней езжу практически на все соревнования. Даже когда они проходят далеко-далеко? Ну, в Канаду не брала, в Японию тоже. Ну, часа 3 нормально лететь. А какое у нее полное имя? Red Bourbon Baby Bounty. Вау. А почему вы назвали собачку Тиной? Может быть, в чью-то честь? Нет, просто заканчивая... Ну, ее имя Баунти, скорее всего, а все остальное имя ее родителей. Вот. И заканчивается на Ти, а мама предложила давай Тина. Ну и все. Скажи, пожалуйста, а у тебя вообще есть время, например, гулять со своей собакой? Или твой график настолько плотный, что времени свободного в принципе нет? Нет, у меня есть время. И утром, и вечером после тренировок, и выходной есть. Как строится, в принципе, твой обычный день? Вот обычный день Александры Трусовой. Ну, с утра встаю, иду на тренировку, часов к 10, там, потом возвращаюсь домой на обед, опять тренировка, и все. И вечером прихожу домой. И сколько часов ты тренируешься каждый раз? На льду часа 3, ну, может, подольше чуть-чуть. И в зале 2,5, где-то так. Неужели ты не устаешь от такого графика? Ну, раньше вставала, сейчас уже привык. А со школой у тебя как-то получается это совмещать? Я так понимаю, что ты на уроки не ходишь, на домашнем обучении? Я хожу 1 раз в неделю, но прихожу раньше и ухожу, соответственно, раньше. И учителя мне помогают, индивидуальные занятия со мной по предметам, которые я буду сдавать на экзамене. А все остальные предметы я учу дома и сдаю потом просто тетради там. А скажи, пожалуйста, твои одноклассники, они болеют за тебя вообще? Что-то говорят, когда тебя видят? Может быть, напутствия какие-то дают? Просто у меня много было школ разных, и сейчас я перешла с этого года в Самбо-70. Я знаю, наверное, 2 девочек. А как зовут, я знаю только одну, потому что ее тоже зовут Саша. Это единственное, что я запомнила. Потому что я видела их только 2, и еще одну я видела на 1 сентября. А все остальных я не знаю. Поэтому они, когда меня видят, говорят мне просто привет и говорят, что мы твои одноклассники. И все. А в принципе, ты хорошо учишься? Вам же ставят оценки тоже? Да. Ну, хорошо. Ну, 4-5. 4-5? Тройка-то когда-нибудь была в жизни? Ну, просто была в четверти. Была? Нет, наверное. Просто мне кажется, знаешь, что ты такая идеалистка и перфекционистка, что у тебя все должно быть лучше всех, все всегда на 5. Нет? Ну, это в фигурном катании, так-то там...
Ну, в общем, фигурное катание, конечно, вы там все держитесь. Она скоро придет. У нас, когда была Аделинка Сотникова, вот, совершенно прекрасная, я ее спросила, смотрит ли она за фигурным катанием, и вообще, вот, кого нужно остерегаться. Она говорит, ну, тут берите же сейчас, ну, монстры. А как вот ты относишься к тому, что когда там говорят, вот, монстры, роботы? Нет, конечно, мы не монстры, не роботы. Даже в нашей группе, когда говорят, это звучит очень странно, когда мне говорят, что да ладно, у тебя что-то болит, да ладно, что у тебя что-то не получается, да ладно, ты устала, ну почему они так думают, я не знаю. Ну я же не робот, такая же, как они. Какие у тебя любимые предметы и какие вот ты собираешься именно на экзаменах сдавать? Любимый предмет математика. Вот. А сдавать я буду математика, русский, биология и еще не знаю, еще один какой. Математика? Серьезно? Да. А почему? Не знаю, мне очень интересно, я очень люблю считать, и у меня получается очень достаточно быстро. Насколько прыжки в фигурном катании — это математически выверенная формула? Я даже не знаю, так, потому что мы начинали учить прыжки, когда я была совсем маленькая, и как объясняли, так я и старалась сделать, поэтому ничего я не просчитываю, когда прыгаю. Просто думаю, куда мне надо повернуться, куда ногой махнуть, рукой, чтобы прыгнуть. Как вообще проходит этот процесс, когда ты приходишь в секцию фигурного катания и начинаешь как раз изучать прыжки? Конечно, точно не помню, это было в 4 года. Вот, сначала приходишь, начинаешь просто кататься, ходить по льду, как получается. Падать, конечно. На первом занятии мы пришли с папой, и он со мной ходил по льду. И первое, что я училась, это действительно падать не просто, а на руки, назад, вперед, чтобы... Я как-то у Лизы Токтамышевой спросила, Лиз, а вот больно до сих пор падать? Она такая, ой, не, уже давно не больно, уже настолько к этому привыкли. Больно все-таки? Да нет, просто падать не больно. Просто и когда учишь новые прыжки, бывает не получится правильно, и не докрутишь очень много, тогда падаешь больно. А какой был первый прыжок, который ты выучила, ты помнишь? Из двойных сальхов. Но ты считаешься все-таки королевой тулупов. Тебе самой какой прыжок легче всего дается? Тулуп. Ты знаешь, так получилось, что мы в нашем шоу очень любим фигурное катание. Моя съемочная команда, они все время просят, объясни, пожалуйста, попроси кого-нибудь, чтобы они нам объяснили разницу между прыжками. Потому что все смотрят фигурное катание и не понимают разницу. Ты не могла бы вот сейчас бы там встать и показать, вот, как какие прыжки отталкиваться? Да, могу. Ну, не знаю, сначала самый первый это аксель, ну, перекидной сначала, это с одной на эту, на другую. То есть толкаешься с левой, приземляешься направо. И вообще все прыжки приземляешься на правую ногу. Дальше с сальхов заезжаешь или с тройки, так доезжаешь, и тоже прыгаешь опять направо, с левой. Тоже. Я это не поняла, сальхов. как раньше меня отличается. Аксель с переднего хода. Вот так ехал, встал, наоборот, лицом вперед. Отталкиваешься, или полоборота, или один оборот. Вот. Крутишь, потом приземляешься на ход назад, на правую ногу. Вот. Сальхов, по идее, сальхов, тулуп и аксель, они похожи очень, но разный заход. То есть ты на сальхов ты заходишь уже спиной и прыгаешь. Дальше прыгаешь практически то же самое. Тулуп тоже спиной, только с зубца. Ставишь зубец и прыгаешь тулуп. Вот. Также Ридбергер, флип и луц, они тоже очень похожи. Ридбергер тоже с заднего хода, с правой ноги на правую ногу. Флип и луц, они зубцовые, они отличаются только ребрами. То есть флип с внутреннего, вот так заезжаешь сюда, прыгаешь. Луц с наружнего. То же самое, только с наружнего. Ты знаешь, я потом это видео вырежу себе и буду его смотреть каждый день, чтобы запомнить. А как ты считаешь, вот если не брать Александру Трусову, то у кого сейчас в мире самая лучшая техника выполнения прыжков? Почему? Если не брать меня. Ну хорошо, а если брать тебя? Все равно мне не самая лучшая техника. На самом деле, я не могу сказать, что я очень технично прыгаю. Многие говорят, что я
половину прыжков за счет силы беру. То есть вот если неправильно по технике пошел, то силы прикладываешь и получается. Вот. А именно по технике даже не знаю. Не могу сказать, наверное, на Итанче. Ну. Но он вообще сейчас на последнем чемпионате мира прям всех поразил. Да, ну прям вообще не знаю, как он так. А меня больше всего удивляет история та, что он со своим тренером занимается дистанционно. Да. Как это возможно? Я не знаю, честно, потому что это очень сложно. Лед он большой, я даже иногда не слышу. То есть тренеры, если не выходят на лед, они сидят за бортиком. И если они из одного конца в другой кричат, то не слышно. То есть ты все равно должен подъехать и услышать. А если он еще и с телефона, там, не знаю, с планшета, с компьютера, с чего-нибудь. Не знаю, как это. Да, это, конечно, вообще совершенно непонятно. А были ли какие-то моменты, когда тебе хотелось уйти из фигурного катания? Ты думала, зачем мне все это нужно? Нет. Нет, никогда вообще? Нет. А когда стало понятно, что фигурное катание — это твое призвание, и это, знаешь, больше, чем, условно говоря, спорт для здоровья? Ну, это, наверное, с переездом в Москву, потому что в Рязани мы катались, у нас была одна тренировка, и зала никакого не было, хореографии тоже, только одна тренировка льда. И я приехала в Москву в 9 лет, и вот с того момента, наверное... А ты сразу попала в группу Этери Тутберидзе? Нет, я сначала приехала в группу к Александру Сергеевичу Волкову. Александр Сергеевич выучила все тройные, спасибо ему большое. Все тройные я прыгала и 3-3 тоже. И потом мне очень хотелось тренироваться в группе с Женей Медведевым, со всеми знаменитыми спортсменами. Вот. И, конечно же, очень сильная тренерская команда. И мы решили попробовать Катери Георгиевну. Сложно было к ней попасть? Ну, я пришла на просмотр, а дальше как-то само, я не знаю. Про Этери Георгиевну часто рассказывают, что у нее жесткие методы, но при этом она воспитывает чемпионов, и это достойно гигантского уважения. Сейчас ей восхищается весь мир. Скажи честно, вот тебе не тяжело знать, что каждый день тебе нужно впахивать просто, не знаю, как в последний раз? Ну, нет, мне не тяжело, мне очень нравится каждый день приходить. Это мое любимое дело, почему мне нравится. Когда ты пришла к Этери Георгиевне, то там, Женя Медведева, Алина Задитова, то наверняка ты равнялась на них, ты хотела быть как они. А сейчас ты чувствуешь, что девчонки из группы Этери Георгиевны, помладше, вот смотрят на тебя, на Аню, на Алену и хотят быть такими же, как вы? Мы со всеми девочками общаемся очень хорошо в группе, на равных, то есть с маленькими, с маленькими, да. И мы обсуждаем, там и маникюр, и все. И, может быть, они на меня смотрят как-то, но, может быть, равняются. Но так мы общаемся, как бы не замечают. А есть какие-то вещи, например, которым ты научилась там у Жени или у Алины? Когда Женя была в группе, она всегда мне подсказывала и по прыжкам, как бы, и вообще, что надо всегда работать. Всегда она говорила, всегда устала, она там не устала, всегда находила силы. И Алина подсказывала, как каскад с Ридбергером прыгать, ну, когда я учила еще. Поэтому каждый, да, подсказывал. А ты сейчас кому-то из маленьких подсказываешь, нет? Да, стараюсь, но мне как-то... Не знаю, как они отреагируют. Бывает такое, что действительно вот ничего не получается на тренировке, ты на себя злишься, но ты все равно находишь силы продолжать. Прыгать, 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 кататься, кататься, кататься. Да, конечно, бывает, особенно когда какой-то перерыв между тренировками. То есть там отдых или там, не знаю, заболел или что-нибудь еще. Потом тяжело восстанавливаться. А что ты говоришь себе в таких случаях? Как ты себя успокаиваешь? Как ты себя мотивируешь? Не знаю, просто дальше работаю. Вот. Как-то ты сказала, что тебе совершенно неинтересно сидеть на месте в том плане, что ты не можешь не развиваться. Тебе постоянно нужно что-то учить. Поэтому у меня такой вопрос. Что ты будешь делать, когда ты выучишь все прыжки? Пока что я еще не выучила все прыжки, поэтому не знаю. А так, буду совершенствоваться,
во всем остальном, и в прыжках, чтобы они были чище и красивее, конечно же, в катании и вращениях. По-моему, Даниил Глихенхаус это сказал по поводу того, что вот в межсезонье вы потратите на изучение тройного акселя и, по-моему, на четверного Ридбергера, да? Да, тройной аксель мы учим, а четверной Ридбергер — это просто единственный четверной, который остался. А почему именно он тебе не дается? Или, условно говоря, еще времени не было, чтобы ты его разучивала? Ридбергер я еще ни разу не пробовала. Просто мы как бы смотрим на тройные и решаем, какой следующий будет. Луц и флип, они очень похожи, поэтому после луца флип легче. Вот. А тулуп, он вообще считается самый легкий прыжок. По поводу тройного акселя. Расскажи, как у тебя с ним обстоят дела, потому что я знаю, что вы прыгаете его сейчас с удочкой. Что это значит, с какой удочкой вы это делаете? Мы прыгаем и с удочкой, и без. Удочка — это такая, палка, на которую прицеплен жилет. И ты его одеваешь на себя, и за тобой едет тренер и поднимает тебя в нужный момент, когда тебе не хватает. Или ведет немножко, чтобы получилось. И для уверенности, что если что, чтобы он тебя поддержал. Ну ты же вообще не боишься, да, прыжки, даже четверные прыгать? Вообще нет этого страха? Нет, я не страшна. Саша, а откуда ты взялась такая бесстрашная? Я не бесстрашная, я не боюсь только четверные прыгать. А так я достаточно много боюсь, именно в жизни. Скажи мне, пожалуйста, а реально ли прыгнуть когда-нибудь пятерной прыжок, прыжок в 5 оборотов? Я думаю, что да. Пока что есть еще четверные и тройной аксель, поэтому посмотрим. А как думаешь, когда тройной аксель тебе покорится? Я надеюсь, что в конце этого сезона я прыгну его. То есть к началу следующего сезона, получается, да? Да. Угу. А правильно я понимаю, что тройной аксель очень важно прыгать для короткой программы, потому что там запрещены четверные прыжки, и для того, чтобы быть конкурентоспособными на уровне, например, Рики Кихира той же самой, да, тебе очень нужен тройной аксель? Да, очень нужен, потому что четверные запрещены в короткой. Сколько, в принципе, ты совершаешь прыжков на своих тренировках? Читала когда-нибудь? Нет, очень много, поэтому я никогда не считаю. Сколько бы четверных ты в свою программу включила, если бы количество прыжков не ограничивали, например, в произвольную? Если прям в программе, 3 уже очень тяжело. Вкатывать это надо, это же не как бы зашел, прыгнул, потом отдохнул, опять зашел. Это надо вкатывать связками, и 3 уже достаточно тяжело. Вот мне еще ни разу не получилось. 4, конечно, хочу, попробую, посмотрим. А ты очень сильно устаешь во время произвольной программы? Поначалу, когда только поставили, да, потом потихонечку накатываешь, с каждым разом все легче и легче. Про тебя говорят, что у тебя очень такой, знаешь, несгибаемый характер, что ты, в принципе, в свои 14 лет железная леди. Нет, почему? Железная леди — это означает, что никаких эмоций, наверное, никаких. А я и расстраиваюсь, и плачу, если не получается. Так что... Серьезно? Ну подожди, а что у тебя не получается? Ты в произвольной программе прыгаешь, хорошо, если не по 3, то хотя бы по 2 четверных прыжка. Это же просто уму непостижимо. У меня 3 ни разу не получилось в этом сезоне чисто. А 2 получилось, но 2 раза всего. Ты думала о том, что вот переходя во взрослое фигурное катание, наверняка столкнешься с какими-то подводными камнями? У меня нет никаких сомнений, что ты с ними справишься, но все-таки вот этот вот переход, наверняка это непростое дело. Что ты об этом думаешь? И мне просто очень хочется перейти во взрослые, поэтому об этом я не думала. Я просто буду делать свое, а там уже посмотрим. А если бы ты в этом сезоне могла принимать участие во взрослых соревнованиях, ты бы принимала? Конечно. А почему тебе так это хочется? Хочется уже во взрослом, а не в юниорском катании, потому что даже просто уже хочу со всеми, со взрослыми соревноваться. Ты как-то сказала в одном интервью, что тебе кажется, что лучше всего делает что-то человек, который делает это больше всего. Это так? И почему ты сделала такие выводы?
Ну, я посмотрела на всех наших взрослых, поняла, что главное работать, что и всегда, если будешь работать, всегда у тебя все получится. А есть у тебя в фигурном катании, я не хочу говорить кумир слово, да, потому что оно такое очень пафосное, высокопарное, но тем не менее, есть ли какая-то фигуристка, на которую ты прям хочешь быть похожей? Я хочу похожей быть сама на себя, есть, конечно, фигуристы, которыми я очень восхищаюсь. У Жени очень характер, я всегда на нее смотрела, как вот она все время работает. Вот, очень Нейтан Чен нравится, потому что он все время учит тоже новое, усложняет постоянно. Вот. И, конечно, Алена Савченко, она сколько не проигрывала на Олимпиаде, все шла, и в итоге выиграла. Очень, конечно, мне... Тебя это восхищает, да? Я уже довольно давно думаю о том, где вам было бы удобно смотреть все мои интервью. Так вот, недавно я поняла, что очень крутой способ — это завести свой блог на сайте sports.ru. Теперь все мои видосы вы можете найти именно там. Помимо блога, в приложении sports.ru есть много всего интересного. Например, вы можете подписаться на хэштег «Фигурное катание» и не пропустить ни одно событие в мире фигурки. Я так, кстати, уже сделала. Я подписана на всех наших фигуристок, в том числе и на Сашу Трусову, и поэтому в курсе всего, что у них происходит в жизни. В общем, это я к чему? Скачивайте приложение sports.ru и подписывайтесь на блог Командос, как все мои пацаны. Мы в прямом эфире, мы прямо сейчас пишем Командос. У меня в гостях Александра Трусова и Тина Трусова. Мы сейчас подготовили небольшой сюрприз для Саши. Мы позвали на съемку передачи поклонников, потому что ты очень многих вдохновляешь на то, чтобы становиться лучше, на то, чтобы пробовать что-то новое. Здравствуйте. Вот Тина. Ой, Тина сейчас еще сильнее начала дрожать. Ладно, ребят, продолжение в Командос на следующей неделе. Вы прервали на самом интересном. Ну вот отлично. Вот и отлично. Рассказывайте, чем вас так вдохновляет Саша? Хотя я, в принципе, догадываюсь, чем. Она двигает спорт вперед, абсолютно безбашенная девочка, ничего не боится, артистичная, все супер. У вас сейчас есть возможность задать Саше какой-то вопрос. Хотите? Они меня прямо засмущали. Ну ладно тебе. А если не фигурное катание, то какой спорт? Может быть, банальный вопрос, но все-таки интересно. Кроме фигурного катания, какой спорт, это точно. Но так мне очень нравится балет. Это может быть не спорт, но мне очень нравится. Вот. Очень меня удивляет синхронное плавание. Они очень это синхронно делают в воде. И мне это очень удивляет, как они это умудряются делать. Вот. Но художественная гимнастика мне очень нравится, очень красиво. А вы Сашу первый раз видите вот так близко? Нет. Уже видели, да? Мы видели. Почему Саша, а не кто-нибудь другой? Провокация. Мне тоже интересно. Так, отвечайте. Саше интересно. Конечно, Саша сразу заворожила себя своей сложностью, своими программами еще с прошлого первого юниорского сезона, когда она первая начала прыгать четверные прыжки. Множество всяких рекордов покорились ей с ее четверными прыжками, и это действительно что-то такое, что не делает никто, и только Саша. Я сегодня Сашу спросила, какие рекорды она хочет в фигурном катании установить. Она сказала все. Очень целеустремленная. И одновременно при этом скромная и веселая. А когда вы сделали эти плакаты? Не плакаты, а баннеры вот эти? Вот эти перед Саранском, а еще у нас есть один, который называется самый классный, но он очень-очень большой, «Русская ракета». У нас там на бэкстейдже. То есть непосредственно к соревнованиям, чтобы поддерживать. Это смешно, конечно. Вот, может, такой же. Похоже.
Саш, а какие тебе вообще еще нравятся спортсмены, может быть, кроме фигуристов? Вот есть какие-то люди, которые тебя вдохновляют? Я просто очень много в фигурном катании, поэтому больше всего мне, конечно, в фигурном катании. У вас есть сейчас возможность что-то Саше пожелать? Пожалуйста. Ну, мы, конечно, желаем, Саш, тебе удачного межсезонья, разучить все, что ты запланировала, подготовить самые лучшие программы, как на этот сезон. А мы будем тебя всегда поддерживать и стараться везде ездить на соревнования. Спасибо большое. Ну, наверное, чтобы мечта установить все рекорды все-таки сбылась. Спасибо. И вообще самое главное, без травм, чтобы ты была здоровой. Спасибо большое. Ну, засмущали, да? Но зато Тина, мне кажется, впервые за интервью как-то развеселилась. Столько народу. Да, сегодня много стресса в ее жизни. Кричалка-то будет? Да. Так, все поняли? Давайте, 3-4. Русская красавица с длинной косой. Грозное оружие — этот четверной. Ура! Слушай, я засмущалась, Саша, я не знаю, как ты сейчас это все. Оружие. Ну что, отправляем ребят домой? Спасибо вам большое, что вы Спасибо, что пришли. пришли. Очень я это оценила, потому что на самом деле хотелось сделать Саше что-то приятное, потому что я знаю, что Саша еще не так много интервью в своей жизни давала, и ей гораздо легче выходить на лед и прыгать четверные, чем вот так вот один на один общаться с журналистами. Поэтому спасибо вам огромное за поддержку. Я надеюсь, Саша, что тебе тоже было приятно. Да, мне очень приятно. Спасибо большое, что пришли. Спасибо тебе. Спасибо большое. А кто для тебя, наверное, самый большой авторитет в жизни? Мама с папой. А у тебя нет братья и сестры? Да, у меня 2 младших брата. Они занимаются, нет, фигурным катанием? Фигурным катанием нет, потому что папа у меня борец. И младший, но старший из мальчиков, Егор, он занимается дзюдо и футболом. А младший ему 4 еще, поэтому он еще пока ничем не занимается. Наверняка же все в твоей семье гордятся, да, что ты профессиональная спортсменка, выдающаяся рекордсменка. Сразу было понятно, что у тебя талант к фигурному катанию? Или все-таки это такой долгий путь? Потому что иногда со стороны кажется, знаешь, что ты пришла в фигурное катание, и у тебя сразу все начало получаться. Нет, конечно, это долгий путь, потому что сначала я начинала вообще в Рязани, там как бы никто не мог еще понять. Вот. А дальше у меня просто стало получаться, и прыжок у меня всегда был высокий. Ты там первая на соревнованиях исполнила четверной луц, первая на соревнованиях, по-моему, прыгнула четверной сальхов, да? Сальхов 2, тулуп 1. Какие еще рекорды в фигурном катании ты хочешь побить? Все возможные. Ну что это за рекорды, расскажи. И просто мировые рекорды хочу побить, и, конечно, по количеству четверных в программе. Не знаю. А ты уже сейчас думаешь об Олимпийских играх 2022 года? Пока что прям думаю, нет, конечно, потому что я еще даже во взрослые не вышла. А так, конечно, очень хочу попасть. Ну, расскажи, у тебя наверняка в детстве была мечта выступить на Олимпийских играх и, разумеется, выиграть их. Конечно, и сейчас такая же. А ты помнишь, когда ты выиграла свои первые большие соревнования, да и вообще, может быть, даже они были совсем небольшие, но вот ты в тот момент, может быть, поняла, что фигурное катание — это всерьез и надолго? Казалось, что самые первые, самые большие, это были в Австралии. Вот мы еще и летели очень долго туда. А что это были за соревнования? Первый этап Гран-при юниорский. Мы полетели туда с Егором Рухиным и Данилом Марковичем. И мы летели туда 22 или 24 часа, а обратно 26. И мы летели уже, когда обратно, нам уже казалось, что мы все летим, а мы уже на земле. И, конечно, там мы прилетели, потом у нас был день тренировок, это все очень долго. Вообще очень нравится мне этот весь процесс, и поэтому вот прям очень мне запомнилось, как мы гуляли там. Когда у тебя есть свободное время, чем ты его занимаешь? У нас много чем. Мы очень много проводим с семьей вместе. Ходим там, я не знаю, или на велосипедах катаемся, или в аквапарк. Иногда рисую, иногда всякие из страз картины
делаю? Ну, соответственно, уроки. А что ты больше любишь? Читать книги, слушать музыку или смотреть фильмы? Ну, смотреть фильмы, конечно, люблю я больше, но сейчас я и стала очень, особенно в полетах, читать книги. Последнюю я сейчас читаю Агату Кристи. А как называется? «Труп в библиотеке», который сейчас я читаю. Ой, я перечитала в юности просто, мне кажется, всю Агату Кристи. У меня было собрание сочинений, кажется, в 30, что ли, томах. Я очень ее любила. А правильно я понимаю, что тебе нравятся детективы? Или, в принципе, ты читаешь там все, что попадается под руку, главное, чтобы было интересно? Детективы — это вот я сейчас Агату Кристи начала читать, а так я люблю фэнтези, что-то типа такого. Ты сказала, что любишь кино смотреть. А какие, в принципе, фильмы тебе нравятся? Последнее, что смотрела, это «Алита». Смотрела еще «Аксель». Это про робота-собаку. Еще с братьями смотрю мультики. А какие ты любишь мультики? Ну, обычно выбирают они. А узнают на улицах, когда вот, например, ты с братьями в кино ходишь? Ну, прям вот чтобы в кино бывают, но редко. Они подходят и говорят: а вы правда Александр Трусова? И тогда, если говорят «да», тогда они начинают фотографироваться. А бывает такое, что ты говоришь: нет, 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 я не она? Кто это такая? Бывает. А тебе нравится вообще, что тебя там узнают на улицах? Вот сегодня ты пришла ко мне в программу. Тебе нравится вот эта вот другая, так скажем, сторона твоей профессии? Да, мне очень нравится все, что мне и приглашают везде, но и говорить мне намного сложнее, чем кататься. Ну, подожди. Ну, а ты же понимаешь, что это такая же, ну, ладно, может быть, чуть-чуть менее важная сторона твоей профессии? Да, конечно, понимаю. А вот если сейчас закрыть глаза и представить Сашу Трусову через лет 5, то есть уже пройдет Олимпиада, вот какой бы ты хотела себя видеть, когда ты будешь постарше? Не знаю, потому что еще очень много до этого времени, но это мне будет 20. По-любому буду еще кататься. Вот. Ну, а еще попозже, конечно же, у меня будет семья, дети. Знаешь, вот совсем недавно я брала интервью Аделины Сотниковой, олимпийской чемпионки Сочи, и я ей задала прямой вопрос. Аделин, а бывает вообще дружба в женском одиночном катании? Она посмотрела на меня и сказала: нет. А как ты бы ответила на этот вопрос? Я не знаю насчет дружбы, потому что друзей, в принципе, у меня не так много. У меня в Рязани остались, и в основном это моя семья, поэтому... А так мы, конечно, очень общаемся хорошо с девочками, со всеми. А как ты думаешь, вы друг друга, в принципе, мотивируете на то, чтобы быть еще лучше, еще краше, еще больше четверных прыгать? Я думаю, что да, потому что мотивация навсегда хорошо, а то, что мы на одном катке и все время, каждый день смотрим друг друга, я думаю, что каждый день соревнуемся друг с другом, кто вот лучше сделает. А у вас уже в этом году закончились соревнования, верно? Да. Но будут шоу. Да, ну будет шоу. А ты выступала уже в шоу? Я выступала только на одном, у Ильи Вербуха вот недавно, в Лужниках. А чем отличается выступление на шоу от выступления на официальных соревнованиях? Ну, конечно, меньше волнуешься, но я думала, что это будет совсем не волнительно. Оказалось, что нет. Показательное выступление. Насколько проще катать, нежели там даже короткую программу? Морально намного. Объясни мне, почему? Ведь столько все равно весь мир смотрит. Во-первых, это новое было для меня, и физически я даже больше устаю, наверное, чем на короткой, и, может быть, практически так же, как в произвольной, потому что очень быстро там темп, и времени мало, а я очень много должна сделать. Вот. А морально мне очень нравится, во-первых, и я каждый раз его катаю с удовольствием, и из-за этого легче. А ты себя в будущем видишь тренером? Ну, я почему-то думаю, что у меня получится тренером. Ну, не знаю еще. А ты жестким тренером будешь или нет? Как думаешь?
Не знаю, пока что я буду фигуристкой. Ну, это да, это вообще никто не спорит. А Женя Медведева, которую ты очень уважаешь, в этом году она сама поставила свое показательное выступление. А думала ли ты о чем-нибудь подобном или пока рано? Нет, я вообще не люблю импровизировать и сама что-то ставить, поэтому мне вот надо четко сказать, что надо сделать, я буду это делать. Ты сказала про маникюр, и я, честно говоря, когда ты вошла в эту комнату, первым делом обратила внимание, ладно, на волосы и уже вторым делом на маникюр. А расскажи, пожалуйста, когда ты начала красить ногти, красишь ли ты их сама или ходишь куда-то? Нет, я хожу в салон. Вот. Начала я их красить, наверное, как пришла в группу Этери Георгиевны. Нет, я красила, а сейчас шелак делаю на соревнования. То есть каждое соревнование разное. Я тоже шелак делаю. А ты какой любишь? Я всегда разные делаю, потому что мне очень нравятся яркие. И на соревнованиях всегда старый дизайн какой-нибудь очень необычный. А какой самый необычный дизайн, что ты делала? Ты сама придумаешь их? В интернете ищу, сама придумываю. Ну, самый необычный я делала под лето с бабочками, под весну делала с листиками, делала со смайлами. А почему она у тебя всегда в платьях? Ну, красиво, она маленькая собачка. Всегда ее в платье одеваю. Мне кажется, что тебе нужно, знаешь, какой-то сделать дабл-дрессинг. Знаешь? А у меня есть. У меня же все... у нее есть все костюмы, такие, как у меня на соревнованиях. Я видела, честно говоря, только один. Каким образом ты их создаешь для нее? Кто их шьет? Тот же дизайнер Ольга, она шьет нам костюмы. И я ее летом попросила шить Тини такие же. С первого раза у нее, конечно, немножко большое получилось. А дальше мы ей дали платье, которое очень подходит Тини по размеру. Вот. И она по нему шила очень красивые два. Один это Дива, голубое, на произвольную, как еще один персонаж из «Пятого элемента». А на короткую в точности такой же, как у меня. Да, вот я как раз это видела. А когда тебе Ольга шьет платье, ты как-то говоришь о том, какое ты хочешь платье, там цвет, стразы, или вот это полностью ее идея? Это идея ее, Этери Георгиевны, Даниил Маркович участвует. Поэтому, конечно, я тоже говорю свое мнение. И в общем потом получается... А то, что ты катала в этом сезоне произвольно в брюках, это была твоя идея? Под «Пятый элемент» лучше в брюках было, и очень ей нравилось, как это смотрится. А я сказала только, что это удобнее, я думаю, прыгать четверные. Мне, честно говоря, очень понравился образ, который ты, да и в произвольной, и в короткой демонстрируешь. Сколько часов у тебя занимает подготовка к соревнованию, к выступлению? Потому что мне, честно говоря, знаешь, хочется, чтобы ты так, как принцесса диснеевская, сделала вот так волосами, и наши зрители увидели, какой длины у тебя волосы. Ты вообще их стригла когда-нибудь? Я не стригла никогда, я только равняю кончики, раз в год или реже. Обалдеть. А почему? Мне очень нравятся длинные волосы, и очень нравится, что у меня у одной такие. И вообще почему-то я люблю, чтобы длинные, и никому не разрешаю стричь. А я правильно понимаю, что ты там не любишь их завивать, вот ты любишь, чтобы они были такие, знаешь, очень-очень натуральные? Я не люблю их завивать не потому, что мне так нравится, а потому что я не хочу, чтобы они испортились. Вот оно что. Ну ничего, это ты в 14 лет так говоришь. Я посмотрю на тебя через пару лет. Будешь наверняка вся такая кудрявенькая. Такие, конечно, они длиннющие, но ты Рапунцель. Да, в детстве посмотрела мультик, и теперь отращу. Ты сказала, что Тина у тебя довольно худенькая. Я хочу спросить тебя, считаешь ли ты себя худенькой? Нет, себя я не считаю, потому что у нас очень много девочек, которые намного худее меня, моего возраста, и младше, и старше. Вот. Но насколько я знаю, что всегда все говорят, что я очень мышечная, и поэтому не сказать, что я выгляжу худой. Вот. Выглядишь. А у тебя прям 6 кубиков? Ну, наверное, да. Понятно. А насколько ты следишь за питанием? Вообще я могу есть пока что все. Но просто там
на ночь определенно не ем. Ну, то есть сама пока что сижу, там стараюсь, конечно, не есть то, что нельзя. Ну, рассказывай, что ты не ешь. Ну, я могу сказать, я не ем, потому что не люблю фастфуд, не ем торты. То, если там мне захочется какой-то определенный, вот есть у меня, я съем, когда мне можно, когда мне вот, хочется очень. Я съем и нормально, то есть не поправлюсь. То есть правильно я понимаю, что в Макдональдсе папарацци тебя никогда не сфотографируют? Нет. Я вообще там не ем, потому что не потому, что мне нельзя, а потому что мне не нравится. А что тебе нравится? Вот что самое вкусное, по твоему мнению? Это надо из сладкого или из просто еды? Как хочешь. Могу сказать, что очень люблю пельмени. Серьезно? Да, мое самое любимое блюдо. Тебе бы сказали, что ты до конца жизни будешь есть одно и то же блюдо, я выбрала пельмени. Это просто... А у тебя мама сама их делает, домашние или покупаете? Ну, конечно, когда сама, мама и бабушка, когда я леплю иногда. Вот. Конечно, намного вкуснее. Ну, если нету, покупаем. Серьезно? Ты сама лепишь пельмени? Ну, чаще, конечно, маленькая лепила. Сейчас я уже редко этим занимаюсь, но иногда лепила. А вообще ты любишь готовить? Что-то получается у тебя? Да, мы много чего готовим. И, ну, если взяться в выходной готовить, то нравится мне, да. А если, конечно, быстро так, то не очень. А что тебе нравится готовить? Есть, может быть, у тебя какой-то вот фирменный рецепт или блюдо, что хорошо получается? Мы сейчас купили как-то вафельницу и орешницу. Это такие орехи с сгущенкой делать. И вафли венские. Вот. И мне очень нравится. Ну, я на всю семью делаю. Вот. И девочкам приносила, ну, на каток. А они не говорили, это ты нам зачем приносишь? Нет. Хочешь, чтобы мы потолстели? Нет, они всегда очень рады. Спасибо, ой, ты опять нам принесла, как хорошо. Я у тебя уже спрашивала про достижения, про мечты, но вот если вот все суммировать, вот все, что ты делаешь сейчас, ты делаешь это ради определенной цели, ты кайфуешь, занимаясь тем, чем ты занимаешься? Да, мне очень нравится, и особенно мне очень нравится на соревнованиях именно выступать. А расскажи, почему? Вот что в них такого? Это же ужасные нервы. И нервы — это 3 минуты всего. 3 минуты короткая, 4 произвольная за все время. А приезжаешь сюда на неделю. И сам вообще, если так, я не люблю летать. Просто, в принципе, не люблю. Но когда мы летим на соревнования, мне нравится все. Вот мы летим, как мы приехали в аэропорт, как мы полетели. Разные города все время и страны. Везде очень красиво. Особенно если тепло, вообще очень хорошо. Потом вот эти дни тренировок. Можем показать не то, что в программах, а то, что просто можем прыгнуть. То, что нельзя в программах. Вот. А что ты имеешь в виду? Ну, мы всякие каскады прыгаем, очень длинные. Какой самый длинный каскад, что ты прыгала? Вудс, Ридбергер. Это 3. Да. Дальше Оллер, Сальхов, Оллер, Сальхов, Оллер, Сальхов. Через Оллер еще 3 тройных прыжка. Впечатляет. Вот ты, когда катаешь свои программы, ты думаешь о чем-то во время выполнения элементов? Или ты, знаешь, настолько сконцентрирована, что у тебя даже мыслей никаких нет в голове? Вот прыгаешь, 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 катаешь, катаешь, катаешь. Знаю, что в какой-то момент, наверное, лет с 11, вот до 11 я еще каталась, мне казалось, что я ничего не чувствую, ничего не вижу в программе, не слышу. Вот вообще, я вот как вставала в начальную позу и как будто, не знаю, засыпала, что ли, или вот я очнулась только в конце. То есть я не могла точно сказать, о чем я думала. Вот с 11, наверное, лет я уже стала чувствовать, что я катаю, чувствовать, как мне надо заходить, как мне надо дышать. С того момента, конечно, я стала чище катать, чем вот когда я вот начало, конец. Вот. Ничего больше не... Вот когда, например, ты катаешь произвольно, и вдруг у тебя в самом начале не получился прыжок, ты расстраиваешься или ты понимаешь, что сейчас не время расстраиваться, ты собираешься и катаешь программу дальше? Или тебе вот нужно немножко времени, чтобы собраться?
Нет, на соревнованиях нет, точно, потому что ты как бы встал и сразу забыл, поехал дальше, то есть вообще не думаешь. А на тренировках, конечно, очень как бы нас останавливают музыку, если упал, или если сильно там упал. Но вот бывают прокаты, тогда ты должен собраться именно на прокат, и неважно, упал ты или не упал, а дальше уже работа. Какую самую важную вещь тебе когда-нибудь говорили твои тренеры или, может быть, твои родители? Не знаю, даже очень много было советов всегда. Ну, конечно, все говорят, что и работай больше, и все у тебя получится всегда. Ну, Саш, а куда больше-то уже работать? Есть еще куда? Ну, конечно. С каждым годом надо все больше и больше. Какие-то запоминающиеся поездки, можешь про них вспомнить? Япония. Очень интересно было там. Вот почему-то на соревнования я люблю ездить далеко. Угу. Хотя лететь не люблю. В Австралию, в Канаде было интересно. Ну, отдыхать еще ездила в Америку 2 раза. В Диснейленд мы ездили с семьей. Вот. Ну и вообще каждый полет, каждое соревнование очень интересно и очень запоминающееся. Это такое маленькое приключение, да, маленькая жизнь. Да. Саш, спасибо тебе огромное. Я тебе желаю большой-большой удачи. И на самом деле, чтобы травм не было. Спасибо. Тина, спасибо тебе тоже. Большое спасибо за то, что посмотрели это интервью. Подписывайтесь на мой канал «Команда», ставьте лайк этому видео. Меня зовут Маша Командная, I'll be back.